Господа, я знаю, что вы знаете, но тем не менее позволю вам еще раз напомнить, что у Тинькофф Банка есть карта Тинькофф Black в уникальном дизайне Рик и Морти. Причем вы можете выбрать сами один из нескольких дизайнов. Хотите с Риком, хотите с Морти или огурчиком, нужно просто понять, на чьей вы стороне. Согласен. Карта шик. Хочется просто взять и взять себе. Но есть одно условие, потому что пройти по ссылочке в описании и оформить ее нужно именно сейчас, потому что если вы успеете сделать это до 30 июня, тогда обслуживание этой самой карты будет для вас абсолютно бесплатным навсегда. Но, естественно, не забываем про все полюбившиеся преимущества карты. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые вы при этом сами еще можете выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров, список которых постоянно обновляется. Кэшбэк приходит при этом настоящими рублями, а на остаток еще и начисляется доход до 7% годовых, и приходит он каждый месяц. Ну, если вдруг захотели бесплатно перевести денежки братюне, то с карты на карту или по номеру телефона это делается без проблем. А также, соответственно, и наличные можно снимать бесплатно в банкоматах. Да еще и крутые стикеры в подарок дают. К сожалению, конец этого приролла видишь только ты, потому что остальные уже перешли по ссылочке в описании и оформляют эту карту, потому что успеть надо только до 30 июня. И только тогда ее обслуживание станет бесплатным для вас навсегда. Дерзай. Давай. Тики-так. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на 16-ю серию по Audi S4, и вы с первых секунд видите, насколько она успешная. Потому что сегодня будет первый выезд, и у нас для этого практически все есть. Но у нас, кроме этого, есть еще и куча проблем. И первая из них — это сроки. Сейчас все объясню. Какая-то заставочка кончилась. Я просто вам объясню из простого. Сегодня у нас выключены часы, поэтому давайте скажем так, понедельник. Чтобы все было хорошо, в этой машине нужно немножко доделать тормоза. Поэтому уже завтра машина едет на эвакуаторе в компанию Volk Brake Performance. Вернее, она едет туда, по-моему, сегодня в 7 вечера. В компании Volk Brake Performance машина присутствует один день, вторник. Во вторник вечером она перемещается в выхлоп. Это уже среда. И этот выхлоп компании Выхлопград предстоит сделать за один день в среду. Для того, чтобы в среду вечером мы уже эту серию полностью сняли и вам выложили. А после того, как мы ее вам выложим, машина уезжает на развал. И тогда она уже практически полностью готова к настройке. Потому что даже сейчас толком двигатель нам не настроить. Нет выхлопа, и если сейчас начинаешь газовать, дубасить, то не слышно настройщика. Это проблема, да. А чтобы сделать выхлоп, чтобы настраивать, также нам нужны тормоза. Чтобы тормозить их, также нужно сделать и развал, чтобы разваливаться. Потому что даже на стенд машину без развала загонять не очень прикольно, потому что она может на этом стенде, соответственно, разматываться. Потому что у нас еще и полный привод, и если у нас передняя с задней осью норовит в разные стороны рулить, все это не очень правильно. Но чтобы сделать развал, нам еще нужно запилить передние пружины, потому что пока машина стоит катером, вы толком не выставите развал, поэтому нужно хотя бы привести кузов в нужное положение и уже после этого делать развал. Задач, ребят, видимо-невидимо. Но пока эвакуатор не приехал, как вы только что видели, был первый тестовый выезд. Почему он был без меня? Потому что он был на самом деле далеко не в хронологическом порядке, а был он в четверг утром, еще до выхода серии, практически за пару часов до выхода серии, если точнее. Эта машина уже увидела белый свет, она выезжала. Это нужно было для того, чтобы снять какие-никакие логи, и это помогло, потому что даже теперь у нас к двигателю подключен ШДК. То есть у нас уже смесь корректируется, и шансов того, что, как в прошлой серии я вам говорил, мы спалим мотор, потому что прошивка дефолтная, уже нет. Потому что уже все более-менее работает так, как надо, и смесь, хотя бы какая-то там Stage 0.5 против Stage 0, который был вообще в начале. Для того также, чтобы ездить еще хотя бы на эвакуатор с эвакуатора, нужно сделать, чтобы работал селектор КПП. Поэтому сейчас у одного человека руки находятся в мясорубке, а второй эту мясорубку сверху вот так вот напедаливает. В связи того мы, видимо, лишимся парочки слесарей к вечеру, но сейчас об этом думать не
надо. Устранена течь тормозной жидкости здесь, а ВБП, как я вам уже говорил до этого, во вторник будет протягивать исключительно тормоза ручника, чтобы они уже были рабочие, потому что нечего тянуть одно место за другое, чтобы оно все прекрасно работало. Также сейчас уже показывают приборы, уже есть температура охлаждающей жидкости, а вентиляторы уже работают, нет, Сань? Датчик поменяли. Показывает температуру и срабатывает вентиль как надо. Но мы еще не проверяли. Но датчик поменяли. Так, когда проверим на стенде? Проверим на настройке, да? Когда на впуске температура в 100 уйдет. Это багажник, поддомкратники. С донора поддомкратники. Они где-то здесь должны, судя по всему, располагаться. И завалили. Да, но эти отверстия, походу, завалили. Так, мы делаем машину не для того, чтобы она все время висела на домкратах. Ребята, успокойтесь. Поэтому, мне кажется, поддомкратники нам не нужны. Вот эти штуки тоже надо. А это что за шляпа? А это они, короче, Это вот здесь отбойники. устанавливаются, отбойники, вот так вот. Чтобы она, когда слишком низко, она вот на них. А, магниевые? Я не знаю, с чего. А это реально они здесь стояли? Погоди. Да. Да. Вон. Да нет. Серьезно, это они. Вон там две Ауди есть, еще. Ты прикалываешься? Вот это они. Вот это технологии. Да нет, они, конечно, не магниевые. Ну что это за жуть? Это вот штатная. А это которая второй. вот здесь вот стоит. Можешь сделать из магния? Штатный отбойник днища, который цепляет дорогу, когда ты едешь по ней, чтобы не мять основное днище. Подлетаешь и потом... Как в «Форсаже». Ну да. Нет, нам нужны сюда магниевые две пластины. Но только они не сюда нужны, они нужны назад куда-нибудь. Не, перед присядет. Если перед не магний, то мы сгорим. Вот в чем нюанс. О, все. Вот так. Обалдеть. Но я вижу трассу выхлопа, и она сейчас ниже отбойников. Да, потому что 76-я. Да, и V-Band в этом месте. Но, собственно, отбойник пока вот он прямо у тебя перед лицом. Вот он, отбойник. Ну, ради эстетики-то надо же, наверное. Ну, можно, Они да. были, почему Да. нет-то? Еще наварить туда все арматуры побольше. Не, побольше прям сразу. Да. А это сменная, она как колодки, у нее есть этот деталь износа естественного или как? Ну там много Да, есть со временем какой-то. стирается. Да, BRP написано. Купил BRP, теперь терпи. Но все равно 76-я как бы намекает, что нужно вот так. Да. Да. Вот так. Лодочка, точно. И все это еще из магния. А сюда еще ролики вспомогательные, чтобы на них прокручиваться, если... Да. Технологии. Как у БРДМ, чтобы колеса выезжали здесь. Слушай, эта машина не перестает меня удивлять, несмотря на то, сколько уже как раз мы ее видим. Погоди, а их 4, ты хочешь сказать, еще сзади? Это с донора 2 штуки сняли передние. А вот это была. А третья была одна. Да, одна была. Вторая уже, к сожалению, не смогла. Шпильки под нее остались. Да. Еще не заправлен кондей, естественно. Нет. Потому что еще не стоит приборка, которая в реформа стайлинг. Не приборка, а торпедо. Торпеда уже у нас. А она не связана никак. Не связано. Шланги просто не пропущены. Но это ладно. Для первого выезда, грубо говоря, или для какой-то тестовой настройки у нас это все... В общем, нам нужно сегодня сделать как можно больше всего, чтобы в четверг, когда вы смотрите это видео, то есть сегодня, машина уже стояла на развале, а с пятницы, когда вы его уже посмотрели, она уже настраивалась. Вот какой план. Так, ну что, пристрелочная 0-100. Мы еще только пробуем. Все! Отломалась педаль газа! Педаль газа отломалась полностью! Все! Нету педали газа! Не успех! А, и правда отвалилась! И вправду отвалилась! Мы думали, ну... Это может быть просто по-разному. Нет. Может быть и он, надо посмотреть. Но педаль газа, к сожалению, слегка вялая. Надо попробовать. Ну хорошо, давай, ты вот так, я сижу сверху и газую. И говоришь, да, у тебя еще для сцепа рука свободна даже. Но было неплохо. Я не посмотрел сколько. До 32,3, до 64,7. Но навскидку вроде бы. Я, во-первых, провафлил старт, потому что колеса еще... Да. Но и раскручивала мотор на старте прям легко. Да, прямо... В тот раз я кидал с 3, и как бы дальше 3 не раскручивала. Сейчас я кинул с 3, он сразу в 6. Оп, я газ даже отпускал.
навскидку вроде как поехала лучше. Но в тот раз тоже нам казалось, что поехала лучше, а поехала хуже. Поэтому очень интересен результат, конечно. Очень. Давай, тяни трос. Так нет, мы его с этого вот так можем скинуть и все. Оп. Вообще Да, вот так. все, мы скинули трос даже, Сань. Вытягивай его. Вот, тросик здесь зашевелился. У тебя очень крупный там, да? А еще вместо дурацкого ваговского тройника у нас теперь здесь нормальный колхоз на хомутах и тройнике пластиковом. То есть Саня? теперь наконец-то этот хомут никогда... Да, есть дроссель, все. Сейчас будет второй раунд, садись, крошка. Мы задом сдадим. Сегодня пробки не будет скучно. Давай, братан, только мне полосу дашь потом, а? Я готов. Не, давай, погнали. Давай, с двух. Давай, жми! 9,8. По классике 9,8. Слушай, ну результат традиционный. Твои ставки. А сколько было? В тот раз лучшее 8,9. Ну, типа 8,8. Нет, цифры те же, только 9,8. Не знаю. Не знаю, почему так, но вот 9,8. Но вроде валит. Но 9,8. Выезд из 10 у нас в кармане по-прежнему. Давай, с 2. Хорошо, зацепились. «10,3». Говорю, вообще типа, хотя по звуку, да, и по эмоциям, ну прям типа едет. Но это 10,3. Может отключить датчик температуры воздуха на впуске. Он будет думать, что 20 градусов на впуске. Может быть, режет. Мне кажется, проблема именно в зажигании. Хотя ушли пропуски. То есть вот сейчас, ну прям стало здорово. Честно. Давай попробуем крутануть с 3. Больше в пробуксовку уйти, но чтобы не проваливался на старте. Может, мы все-таки не так трогаемся? «10,1». Ну, разница очевидна, как говорится. Разницы никакой. Выезд из 10 уже праздник. Это называется. Интересно. Девки пляшут. Ну, тогда вернемся к S4. Там все проще. Итак, шестерня у нас разрезная, фаза выставленная по часовому механизму идеально, компрессия у нас 11, форсунки поменены на новые и большей производительности согласно паспорту, потому что, оказывается, те, которые стояли до этого, меньшей производительностью. Ушли пропуски снизу, мотор стал легче раскручиваться на низах, то есть он шлифует, если раньше мы трогались с 3-3,5, теперь мы трогаемся с 2200, 2500, а если трогаться с 3, он практически сразу 6 места раскручивает, не хватает уже держака. Ну, правда, по нашей погоде вот этой вот сырость, холод, голод. И все равно он не едет. Остается дальше что? ДМРВ, остается лямбда. Пес пойми что, я даже не представляю, что еще может оставаться. Бензонасос разве что еще может оставаться. Может быть, не хватает топляка. Но на старте, на кадрах, снятых с мобилки Ярославом, видно, что из трубы идет аж черный дым. То есть он богатит у нас что-то со смесью. И учитывая, что он захлебывается явно на верхах, значит, что он богатит также на верхах. Значит, не насос. Значит, или все-таки лямбда, или массовик-затейник. Массовик меняли с бэушного убитого на бэушный убитый. Не сработало. Что странно. Новый массовик, мне кажется, сейчас будет даже не достать. Продолжаем наблюдение. Что, господа, у нас в первый раз за последние, наверное, 4 месяца эта машина увидит свет, улицу снова. После того, как, конечно, ребята на ней выехали, но теперь я проеду на ней сам. У нас атмосфера жесткого корча. Сейчас уйдет звук, простите, но... Прямо крепкий корч. Гидрач. Да, у нас проблемы с гидрачом. Мы перегрели в прошлой серии, и, походу, он нас покинул.
Это интересно. Это прям, ребята, спорт, лютый спорт. Тормоза есть, хорошо. Легко сказать. Сейчас. Я вижу пол. Я на свет. Чувствуешь кур, да? Гор шикарный. Мне нравится. Кайф? Чё? Сидушка вообще мягкая, да? Корчелыга. У нас даже чекарик и АМБ. Да, я вижу. АМБ подключен. Он все это уже диагностит. Да, Гидрач, конечно, забавно, как погиб у нас в первый запуск. Ну, реакции на педаль газа практически никакие. То есть это полный газ. Там, понятно, установлено ограничение, отсечка в 4000, на месте больше газовать не сможем, но он... То есть там почти никак не реагирует, это все очень дефолтное. Квадролой. Сейчас знаешь, что напоминает? Хонду. Сейчас Хонду напоминает. То есть газ работает только в полу. Антилак-то работает. Первый квадростарт. Но квадростарт это всегда что-то незабываемое. Еще без блокировки же сейчас. Да. Можно еще все заблокировать. И мощности там типа 120 сил по ощущениям. Ну смотри, диски уже выработка появляется. Да, выработка на тормозах появляется. Не, она лютая. Ты тормозил нормально? Вообще прекрасно тормозят тормоза. А я Porsche делает вещи. Да, Porsche лютый. Ну что, давай вот это. Вот это. Типа мы на улице, прикинь. Это первая превьюшка за 16 серий, где мы не в боксе. Господа, да, даже это случилось. Это первый выезд. Далеко не последний, первый из выездов. И связан он с тем, что вот-вот-вот там за воротами однажды сейчас приедет эвакуатор. И следующее включение у нас с вами из...
И наконец-то у нас есть человеческий выхлоп. Даже когда мы купили эту машину, она была на прямой 76-й трубе. Прямо от турбы, прямо вообще вот. И пошло. 76-я. От начала и до хвоста. И как вы помните, я даже вам про что-то рассказывал, когда ехал в салоне этого автомобиля. Потому что турбина все-таки съедает часть звука. В этот раз мы традиционно оказались компанией Выхлопград. И наконец-то нам не пришлось их мучить своими вот этими дурацкими затеями. Потому что в Audi наконец-то, то есть выхлоп, он более-менее прямой. Здесь не надо огибать 8000 раз всякие рамы, 2 трубы, H-пайп, X-пайп, вот это все, вот много управляемый выхлоп, как в УАЗике. Наконец-то, здесь все более-менее по-человечески. 76-я труба, конечно, куражит своим вылетом вниз. Во-первых, насколько мы торчим здесь вниз, потому что у нас даже вот этот штатный башмак, который придерживает кузов, чтобы его не стесало, и то он выше, чем V-Band и, соответственно, гофра. Потому что у нас теперь появилась гофра, которой раньше в нашем выхлопе не было. Но все равно, помимо этого, хотелось выхлоп чуть-чуть потише, чем он у нас был. В итоге у нас стоит один маленький, небольшой резонатор. И дальше снова V-Band, чтобы это все легко и быстро разбиралось. А ему еще разбираться, поверьте, Господи Иисусе. И сзади банка, у которой уже довольно уверенных размеров. Никаких насадок, ничего здесь нет, потому что также нет бампера. Абсолютно непонятно, от чего плясать, куда выводить трубу. Это раз. 2. Трубы будет 2, это будет двухстволка, вы прекрасно в курсе. И 3. Задняя банка, вероятнее всего, будет управляемая. Громкий, тихий. Ну, чтобы вот это вот, Господи, как это, антилак, вот это... Он был максимально качественным. Потому что если там будет много богатить, и это будет взрываться уже около банки, банка все равно долго не проживет. Поэтому если вы ланчуете, с места это нужно делать на прямой трубе. Это гораздо позитивнее. И как это звучит, мы еще до сих пор не пробовали. И третий момент, это что у нас труба. Здесь, смотрите, вот эти трубы подрамника, да, рычаги еще прямо встанут. Они практически параллельны земле. И где труба? Даже здесь хочется к подрамнику еще сзади приварить какой-нибудь сюда кирпич, чтобы когда машина что-то цепляет, она цепляла не глушаком, а хотя бы этим кирпичом. Желательно в идеале магниевую пластину и ехать просто сзади с таким снопом искр, и чтобы все это загорелось. В общем, 76-я труба, с одной стороны, да, гуд, здорово, весело, с другой стороны, у нас прям low-daily какой-то получается. Все нам это вот собирать. Никакой зимы, ни сугробов, ничего не светит. Давайте запускать и посмотреть, какой нафиг звук получился. По идее, он должен быть очень тихий. На нашей огромной турбе все это будет просто... Пробуем. Ну, нет, он имеет звук. Все равно. Он стал очень басовитым. Сейчас прогреется, конечно, еще. Нет, он басит, он прям выхлоп. Как мы любим на холодную, да, Владян? Нет, он нормальный. Он и громкий. У меня ощущение, что когда мы ее купили, он был примерно такой же. Или я уже просто забыл. Ты помнишь, Владян, нет? Погромче был, да? Но все-таки понятно, что 2 банки, они делают свое дело. Но он кайфовый даже сейчас. Под нагрузкой, я думаю, будет ахтунг. Но с этим можно работать, на этом можно ездить. И самое главное, теперь это можно было настраивать. Потому что главная причина выхлопа была в чем? Саня сидит с ноутбуком, снимает логи. У него на телефоне настройщик, который сидит в штаб-квартире настройщиков. И он, когда газует, даже на 2000, Саня не слышит физически настройщика, им не договориться, они не понимают, какие нужно режимы давать, газовать, не газовать, отсечка и так далее. Даже на 2000. А у него есть еще другие режимы, типа 4, 5, 6, 7 и 7,5 даже тысяч он выдает. Ввиду этого нам просто технически было невозможно сделать какую-либо прошивку лучше, чем это, в этом конфиге. Теперь у нас есть выхлоп, и теперь мы после этого выхлопа возвращаем машину в скрю, где ее донастраивают до чего-то уже более-менее ездящего. То есть у нее уже будет своя человеческая настройка, человеческая отсечка какая нужна, и после этого уже мы делаем развал, приклеиваем бампера, и после приклеивания бамперов мы возвращаемся сюда в Выхлопград уже под задачу сделать управляемую банку. Так, ну мы в помещении, конечно, здесь резонирует, но все равно надо проверить.
Слушай, да нормально. То, что надо. То есть он басит внизу, и когда ты разгазовываешься, он не становится громче. Он становится такой же, только с большим количеством оборотов. Ну и пока эта прошивка, на которой у нас нет буста, максимум 0,3-0,4 в лучшем случае. Поэтому для настройки я считаю самый сенокос. Хороший тихий выхлоп, если нужно будет громче, он в любом случае будет громче за счет управляемой банки. Многие переживали, как и мы, что у нас ляжет мотор в этой серии, потому что мы его мыли в аквабласте, что там осталось стекло. И вся вот эта история с мотором бустов, который у них лег через 15 минут. Вот, этот мотор проработал у нас уже, я не знаю, суммарно на холостых он часа 2 проработал. Ну, вы сами видели, я лупил, там Саша лупил, его еще настраивали. Все пока работает. Опять же, поменяем масло, посмотрим, что там в нем есть, нет. Но вот вроде как все нарядно. Вы сами прекрасно видите, что мотор жив, цел, орел. Никаких посторонних, вернее, звуков не издает. У нас все хорошо. Следующая серия пока что выйдет через неделю. В следующий четверг мы еще боремся. И там уже, может быть, даже и ручки приедут. Они уже будут красные, будем дособирать. И до скорых встреч. Там уже будут новые выезды и уже какие-то попытки куда-то серьезно ехать. Огромное вам спасибо, что смотрели эту. До встречи ровно через неделю. Огромное всем удачи и пока. А и тормоза доделаются еще в следующей серии. Не успели же в этой сделать. И торпеда уже, наверное, заскочит. Обалдеть.